Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 2 ноября. Сегодня обращаем ваше внимание, у нас с вами денежный четверг, поэтому обязательно сегодня проведите одну очень важную практику. Нарисуйте денежные циферки на вашей руке и обязательно скажите определенные слова, которые помогут вам сонастроиться с энергией изобилия, достатка и благополучия. Давайте вместе с вами разбираться, чем же такой вот этот день уникален и интересен. Итак, друзья, сегодня у нас с вами четверг, предпоследний день на этой рабочей неделе. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами убывающая луна, это 19 и 20 лунные сутки. Убывающая луна у нас с вами в знаке зодиака Рак. Итак, давайте посмотрим, друзья, на лунный календарь и увидим, что же нас с вами ожидает в этот день 2 ноября. Вы знаете, день, хотя и он достаточно будет плодотворный, денежный, но в то же время и серьезный. К любому вопросу, который будет у вас сегодня появляться, вам ни в коем случае нельзя подходить, знаете, лишь бы или тяп-ляп. То есть нужно проанализировать, нужно понять, нужно разобраться. Кроме того, сегодня могут в вашу жизнь приходить люди, которые будут стараться помешать вам двигаться, развиваться дальше. Также люди в вашем окружении сегодня могут вводить вас в какие-то сомнения. И ваша задача не вестись на это. Даже если это ваш, говорит самый близкий вам человек, все-таки поставьте этот вопрос на паузу, да, выскажите свое мнение, но не спешите, знаете, отвечать резко да или нет, потому что пройдет буквально несколько дней, и вы поймете, что ситуация будет развиваться совсем другим путем. Кроме того, сегодня многие люди, возможно, смогут увидеть мир в новом свете, также совершить полное внутреннее преображение. Опять же, у каждого это будет по-своему, поэтому ваша задача не закрываться в себе, а наоборот идти в этот мир. Да, он иногда очень злой, да, этот мир жестокий, но вы должны понимать, когда вы несете в этот мир любовь, мир, гармонию, то и этот мир именно по отношению к вам так же самое начинает и работать. Также сегодня прекрасный, удачный, плодотворный день для начала абсолютно любого дела. Также сегодня один из лучших дней для решения любых финансовых вопросов. Даже если у вас есть сейчас какие-то проблемы с деньгами, возможно, вы не можете решить вопрос с каким-то кредитом, с долгами, то сегодня именно тот день, когда вы, если будете не бояться, не будете прятаться, а будете идти и стараться объяснять вашу точку зрения, почему вы не можете сейчас на данном этапе оплатить, как вы видите ваши платежи и так далее, то, вы знаете, люди будут идти сегодня и помогать вам решать те или иные вопросы, которые именно связаны с деньгами. Также этот день прекрасен и чудесен именно для деловых людей. Поэтому, если вы человек бизнеса, если вы занимаетесь развитием компании, то, знаете, для вас это достаточно будет легкий и в то же время плодотворный день. Также сегодня день прекрасно подходит для любых торгово-денежных операций. Если вы работаете в торговле, то, знаете, у вас сегодня достаточно хорошие могут быть продажи. Главное, чтобы вы были открыты сердцем, главное, чтобы вы радовались и тому, что есть в вашей жизни. Забегая наперед, хотим сказать и о том, что сегодня хорошо общаться с начальством. Также сегодняшний день подходит и для командировок, и для смены работы. То есть, друзья, этот день 2 ноября, он, знаете, во всех сферах жизни он достаточно удачен. Поэтому, если вам сегодня предлагают что-то новое, интересное, не бойтесь, пробуйте, идите на собеседование, общайтесь. Даже если вы чувствуете, что вы что-то не знаете, это не значит, что нужно говорить: ой, я не знаю, все это, я собеседование провалила. Нет, знаете, вы получаете новый жизненный опыт, и в следующий раз вы уже точно не допустите ошибок.
Также в этот день хорошо общаться со своими близкими и родными людьми. Те люди, которые вас понимают, люди, которые знают. И ваша задача сегодня быть общительными и открытыми. Но опять же, только с теми, кого вы любите, кого вы цените. Если в вашем окружении вы прям чувствуете, что вам что-то не нравится или вам что-то не хочется, лучше идите домой и дома, в хорошей, в теплой своей, да, уютной домашней обстановке просто отдыхайте. Также, если мы с вами говорим об выяснении отношений, то лучше в этот день этого не стоит делать, отложите на другое время. День не предназначен для выяснения отношений, для ссор, для скандалов, для чего-либо дележки. Что же касательно здоровья, то в этот день случается, к сожалению, большое количество травм, существует опасность даже для позвоночника. В то же время сегодня наилучший день для голодания, для духовного прозрения. Но сегодня нежелательно есть мясо и напрягать свое зрение, поэтому все-таки будьте сегодня внимательны и осторожны, особенно в тех регионах, где уже выпал снег, где гололедица, все-таки будьте немножко осторожными. Знаете, лучше выйдите раньше сегодня, чем позже. Что же касательно стрижки волос, то стричь волосы в этот день нежелательно, иначе может в какой-то момент даже возникнуть отвращение к жизни. Вообще, стрижка волос, вы знаете, это такая тонкая работа, и в которой нужно стараться чувствовать это именно не только по лунному календарю и интуитивно, потому что бывает так, что вы чувствуете, что вы хотите идти, и лунный календарь вам говорит об этом. Значит, все в ваших руках. Также сегодня нужно быть осторожно с людьми в вашем окружении, потому что мы уже говорили о том, что сегодня будут появляться люди, которые будут стараться у вас, знаете, питать вас, забирать вашу энергию. Также еще раз делаем акцент на то, что сегодня хорошо начинать любое дело, потому что оно обязательно будет иметь и успех, и удачу, у вас все получится. Но также в этот день вам нужно быть осторожными с такими понятиями, как гордыня, высокомерие, брюзгливость. Многие люди в этот день, у них будут проявляться эти моменты, и вы знаете, если вы видите, что человек такой гордый, какой-то высокомерный, хочет ругаться с вами, то лучше уходите, потому что этот день не предназначен для негативных посылов, только должно быть все в созидательное русло. Что же касательно общения с начальством, то сегодня один из лучших дней для обращения к начальству. При этом вы можете сегодня обращаться по любым вопросам. Это может касаться и денег, это может касаться зарплаты, это может касаться развития компании. В общем, любые вопросы, которые вы считаете важными, нужными, говорите. Кроме того, если вы простой работник и у вас есть непосредственный начальник, тоже сегодня с ним проговаривайте те вопросы, которые вы считаете, потому что, знаете, вы сегодня будете находить те слова, которые могут затронуть душу человека и помочь вам в будущем. Также, как мы говорили ранее, сегодня хорошо менять место работы, потому что сегодня один из лучших дней. Если вам звонят, приглашают на собеседование, обязательно идите, обязательно все узнавайте, задавайте вопросы, никогда не стесняйтесь. Также, как сегодня прекрасный день для любых операций с недвижимостью. Это касается и покупки, это касается продажи, обмена, поэтому пробуйте, продавайте, покупайте, у вас обязательно все получится в жизни. Что же касательно зачатия, то сегодня зачатие крайне нежелательно. Что же касательно физических нагрузок, то сегодня допустимы умеренные физические нагрузки. Дело в том, что в этот день людям будут свойственно переоценивать свои силы, поэтому нужно помнить об этом и не перегружать свой организм. Особенно если вы первый день записались в фитнес-центр или решили сегодня первый раз делать пробежку. Лучше, знаете, каждый день по чуть-чуть, чем один раз за неделю, и потом не знать будете, куда делать свое тело. Помните о том, что наше тело это наша оболочка именно в материальном плане, поэтому ее надо любить, лелеять и за ней смотреть. Что же касательно домашних дел, это сегодня прекрасный день для домашних дел, в том числе и работ по дому. Сны в этот день могут предоставить вам возможность увидеть себя со всех сторон, и, как правило, такие сновидения сбываются. Обратите на это особое внимание. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 2 ноября. Вы знаете, карта сегодня выпала, она достаточно такая позитивная, достаточно
достаточно созидательная, которая звучит следующим образом, что вам нужно сегодня иметь чувство юмора. То есть вне зависимости от ситуации, в которой вы находитесь, вам сегодня ваша задача улыбаться, вне зависимости, что вы делаете. Вы общаетесь сегодня с людьми, вы сегодня читаете какую-то книгу, вы сегодня обсуждаете, вы должны понимать и то, что вам сегодня нужно смотреть на мир именно, знаете, вот глазами мудреца. И в том числе вам сегодня нужно иметь и свою точку зрения. Вы даже сегодня можете где-то игнорировать, возможно, подсказки и знаки Вселенной. Вот этого делать не стоит, поэтому обращайте на это внимание. Также помните о том, что если у вас сегодня какие-то острые углы будут возникать, вне зависимости это на работе, вне зависимости в общественном транспорте, это в общественном месте или дома, у вас всегда должен быть юмор. Поэтому заготовьте сегодня пару таких вот веселеньких фраз или пару анекдотов, которые помогут, знаете, разрядить обстановку и помочь вам не притягивать негатив. Помните, пожалуйста, об этом. Также помните о том, что сегодня очень важно стараться улучшать свое настроение. Это может быть и каким-то комедийным фильмом или сериалом, возможно, в вашем окружении есть люди, которые, знаете, как ходячая эта энциклопедия, умеет выдавать определенные интересные перлы. Если есть в вашем окружении, то старайтесь быть сегодня возле такого человека, потому что он поможет вам именно поднять вашу энергетику вот этого уровня, чтобы вы не злились, чтобы вы не ругались, чтобы вы не отправляли никаких негативных посылов в этот мир. Обращаем ваше внимание, что, возможно, вы замечаете, возможно, нет, но наш мир меняется. При этом меняется мир, но мы в материальном плане еще это не все видят. Поэтому ваша задача ни в коем случае не отправлять негативные посылы, потому что, отправляя негативные посылы, вы их рано или поздно получите. Даже если вы видите, что по отношению к вам кто-то что-то несправедливо поступил, даже если вы видите, что что-то не так происходит в вашей жизни, все равно отправляйте посылы именно любви, посылы вот этой энергии созидания. Это очень важно понимать и осознавать, потому что если вы отправляете негатив, если вы злитесь, вне зависимости на коллегу или еще, то вы это обратно получите. Сейчас мир очень сильно меняется. Не все люди это замечают, но те, кто замечают, действительно говорят, что мир меняется, и он очень кардинально меняется. Поэтому через год многие уже вот увидят, знаете, как придет прозрение, и многие люди вот даже уже в следующем году, где-то начиная с апреля, с мая, могут видеть очень интересные события. Но это мы с вами увидим еще. Ну а молитва, которую мы рекомендуем вам сегодня прочитать, звучит следующим образом. Спасибо, что помогаешь мне видеть весь юмор этой ситуации, так что я могу с любовью посмеяться над человеческой сущностью. Я готов показать свои умения в новом свете, чтобы привлечь энергию любви и исцеления. Да, друзья, сегодня у нас юмор будет преобладать над всем остальным, поэтому ваша задача стараться быть сегодня на позитивной ноте. Обращаем ваше внимание, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Также, девочки и мальчики, сегодня, как мы ранее сказали, сегодня у нас с вами денежный день, поэтому обязательно сегодня можете эту практику провести в любое время, когда вам будет комфортно и удобно. Что вам нужно сделать? Вам нужно взять ручку и на руке нарисовать следующие 4 денежные цифры. Друзья, это наши с вами любимые восьмерки. Итак, на руке, на запястье руки рисуем 4 восьмерки и скажите следующие слова. Я наделена богатством Бога, или я наделен богатством Бога. Если эти восьмерочки у вас будут стираться, не переживайте. Здесь главное правильно провести практику и отправить посыл во Вселенную. И тогда действительно в вашей жизни будут только хорошие и чудесные изменения. Верьте в лучшее, друзья, потому что если вы не верите, то как Вселенная может поверить и послать вам в ту вашу жизнь, что вам важно и нужно на данном этапе.
Мы надеемся, этот день 2 ноября для вас пройдет прекрасно и чудесно. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.